Ожидаемый хоррор, олдскульный боевик, зрелищные приключения и не только в сегодняшнем выпуске. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern. И сегодня у меня для вас лучшие фильмы, вышедшие в цифре за последнее время. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Пять ночей с Фредди». Фильм повествует о Майке Шмидте, который устраивается на ночную смену в заброшенный детский развлекательный центр «Пицца Фредди Фазби». Там он сталкивается с 4 аниматрониками-маскотами, которые днем радовали детей, а ночью превращаются в кровожадных маньяков. Майк вскоре узнает, что его работа – это не только борьба за выживание, но и поиск правды о загадочных пропажах нескольких детей и своего собственного брата. Чем глубже он погружается в тайны пиццерии, тем больше раскрывает темный и запутанный заговор, в котором замешаны серийный убийца, культ и сверхъестественные силы. Фильм, по мнению фанатов, является верной адаптацией серии видеоигр, воссоздавая ее жуткую атмосферу, страшных героев и напряженные сцены. Аниматроника, созданная студией Jim Henson's Creature Shop, выглядит реалистично и устрашающе. Фильм также дополняет историю видеоигры, вводя предысторию, тайны и неожиданные повороты. В нем отличный актерский состав, особенно выделяется Джош Хатчерсон в роли Майка, который убедительно играет запутавшегося, но смелого главного героя. Фильм в то же время не отличается оригинальностью и новаторством, так как использует многие клише и стандартные ходы других фильмов ужасов, но к этому в 2023 мы уже привыкли. «Пять ночей у Фредди» стоит посмотреть, если вы являетесь поклонником серии видеоигр или любите фильмы ужасов с элементами оккультизма и фантастики. Критики его, как и ожидалось, разгромили, но настоящая аудитория, фанаты, в восторге. Фильм «Продавцы боли» — это удивительная история, основанная на реальных событиях. Он повествует о том, как небольшая фармацевтическая компания разбогатела на продаже опасного спрея с фентанилом, а затем рухнула под тяжестью преступлений и скандалов. Режиссером фильма стал Дэвид Йейтс, а сценаристом Уэлл Тауэрс, вдохновившийся книгой Эвана Хьюза. А в главных ролях снялись Эмили Блант и Крис Эванс, которые играют пару амбициозных торговых представителей компании Insys. В фильме мы видим, как Лайза Дрейк переходит от работы официанткой к карьере в Insys, где она становится одной из лучших продавщиц мощного опиоидного спрея, предназначенного для облегчения боли у онкологических больных. Однако Лайза не знает, что сапсис часто выписывается не раковым пациентам, которые быстро становятся зависимыми от него и подвергаются риску передозировки и смерти. Компания при этом ведет мошенническую деятельность, подкупая врачей, фальсифицируя страховые заявления и скрывая отчеты о побочных эффектах. Когда правительство начинает в этом разбираться, перед Лайзой встает выбор между деньгами и совестью. «Продавцы боли» — это увлекательный, шокирующий фильм, который показывает темную сторону фармацевтической индустрии и опиоидного кризиса в США. Фильм сочетает в себе жанры криминальной драмы, триллера и сатиры, создавая непредсказуемый и зрелищный сюжет. И дополнительно стоит отметить, что он имеет рейтинг 18+, за нецензурную лексику, сексуальные сцены, обнаженку и наркотики в кадре. «Пила 10» — фильм, который раскрывает тайны прошлого Джона Крамера, известного как Пила, самого жестокого и изворотливого серийного убийцы в истории кино. Фильм переносит нас во времена между первой и второй частями франшизы, когда Джон узнает о своем неизлечимом диагнозе и отправляется в Мексику в поисках спасения. Там он становится жертвой медицинского мошенничества, которое обрекает его на смерть в течение примерно суток. Разъяренный таким обманом, он решает отомстить тем, кто его обманул, и похищает доктора и ее коллег, а также других пациентов, которые тоже попали в ловушку. Он подвергает их своим знаменитым смертельным испытаниям, заставляя ценить жизнь или умирать. «Пила 10» — это фильм именно для поклонников франшизы, которые хотят увидеть больше деталей о личности и мотивации Крамера. Он также порадует любителей кровопролитных сцен. Ловушки в этой части одни из самых изощренных в серии. В то же время он страдает от слабого сценария, который наполнен клише и банальными диалогами. Кроме того, фильм имеет ряд логических нестыковок и противоречий, которые могут разочаровать хардкорных фанатов франшизы, хотя, казалось бы, на них новая лента и рассчитана. «Неудержимые 4». Фильм повествует о новом задании элитных наемников, которых ЦРУ нанимает для того, чтобы остановить таинственного террориста, готового развязать Третью мировую войну. Во главе команды Барни Росс, к которому присоединяются его старые друзья, но все идет не по плану, и во время миссии один из них погибает, а другой уходит в отставку. Оставшимся приходится вербовать новых рекрутов, отправляться в Азию и выслеживать террориста и его сообщника, укравших ядерные боеголовки с ливийского завода. Главное достоинство фильма — это актерский состав, в котором собрались звезды боевиков разных поколений, и отсылки к предыдущим фильмам серии, а также к другим классическим боевикам с приколами и шутками на знакомые темы. Однако фильм не зря имеет оценку ниже 5 баллов. У него достаточно недостатков: слабый сюжет, плохие диалоги и непоследовательный тон. Сюжет предсказуемый, в нем много нестыковок и логических ошибок, диалоги пошлые и глупые, а юмор не смешит. С другой стороны, возможно, именно из-за абсурдного экшена и необъяснимо высокой дозы боековитости этот фильм так полюбился зрителям. Это ностальгическое путешествие по памяти для тех, кто вырос на этих звездах кино. И, безусловно, просто бездумное развлечение для всех, кому нравится смотреть на взрывы и драки.
Проект «Призрак» — хоррор с элементами фантастики и фэнтези, вышедший в августе 2023 года. Главные герои — трое молодых программистов, которые обнаруживают заброшенную технологию для обнаружения сверхъестественного и превращают ее в мобильное приложение, с помощью которого возможно увидеть призраков. Но этот эксперимент оборачивается для них катастрофой, когда они сталкиваются с силами, которые грозят их уничтожить. Фильм получил разнообразные оценки от критиков и зрителей. Среди его преимуществ можно назвать оригинальный интригующий сюжет, который затрагивает идею использования технологий для контакта с паранормальным миром. Отличный для низкобюджетного проекта визуальный эффект и звуковое оформление, которые создают реалистичную и мрачную атмосферу, а также несколько напряженных и страшных моментов, которые не позволяют заскучать. К минусам — диалоги и сюжетные дыры, которые могут подпортить впечатление. Этот фильм способен заинтересовать любителей фантастических хорроров, которые не боятся экспериментальных проектов с интересной, но не до конца продуманной концепцией. «Миссия невыполнима» — 7-я часть франшизы и первый эпизод двухсерийного финала. В центре сюжета Итан Хант и его команда, которые пытаются не допустить, чтобы искусственный интеллект Entity попал в руки злодеев. Это мощнейшее оружие, способное управлять любыми электронными устройствами и даже запускать ядерные ракеты. Для его активации нужен крестообразный ключ, состоящий из двух частей, спрятанных в разных уголках планеты. Ханту и его команде придется сражаться с таинственным противником, который хочет использовать весь потенциал оружия. Новая «Миссия невыполнима» получила хорошие отзывы от критиков, которые отметили динамичность, юмор и актуальность. Зрителям она тоже понравилась за впечатляющую визуальную составляющую и незабываемые сцены. Том Круз вновь продемонстрировал свою преданность франшизе, выполняя трюки самостоятельно. К тому же в фильме собран отличный актерский ансамбль, включающий как новых, так и знакомых персонажей. Поклонники франшизы и жанра боевиков не останутся равнодушными. Приквел-ремейк от 2019 года «Кладбище домашних животных. Кровные узы» переносит нас в 69 год, за полвека до событий оригинальной картины. Главный герой — молодой Джуд Крэндалл, который хочет уехать из родного Ладлоу, штат Мэн. Но вскоре он сталкивается с ужасными тайнами, которые хранит этот город, и с мрачной семейной легендой, которая навечно связывает его с этим местом. Вместе со своими друзьями детства Мэнни, Дона и Тимми он должен противостоять древнему злу, которое не дает покоя Лэдлоу с самого его основания. Фильм раскрывает истоки кладбища домашних животных, место, где мертвые возвращаются к жизни, но уже искаженные и опасные. В фильме также показана любовная история Джада и Нормы, его подруги, которая в будущем станет его женой в оригинальном фильме. Картина вызвала смешанные реакции у критиков и зрителей. Некоторые похвалили за атмосферу, актерскую игру и раскрытие мифологии, другие указали на недостатки, такие как отсутствие страшных моментов, оригинальности и логики. Фильм может быть интересен для поклонников Стивена Кинга или жанра ужасов в целом. Его также можно посмотреть, если вы хотите узнать больше о предыстории кладбища домашних животных. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, нажимайте кнопки над плеером и обязательно оставляйте комментарии. И до встречи в следующем выпуске. Пока!